Здравствуйте, дорогие раки! Сегодня у нас прогноз на ноябрь месяц. Говорят, у нас прогноз с ноября месяца только старшими арканами. Это говорит о интенсивности, мощности, нарастании энергий и событий, которые происходят и будут происходить в жизни вообще каждого человека. С чем вы заходите в ноябрь? Верховная жрица и справедливость. Ну, о чем они говорят? Они говорят о том, что по справедливости вы... Ну, во-первых, все тайное становится явным. И то, что вы скрываете в своем сердце, оно, в общем-то, чем больше вы будете там это стараться удержать, тем больше вы будете как бы собирать давление, которое потом просто бухнет, и все. Это чувство, то есть это говорит мне о необходимости раскрывать свое сердце для себя же и, в общем-то, работать, делать все необходимое для того, чтобы как бы очистить, раскрыть полномасштабно свое сердце. Есть здесь те, которые... В вашем сердце, в общем, есть человек, который там живет, да, и вы это так глубоко закопали, но оно рвется наружу, и как будто бы с каждым днем оно становится более проявленное и проявленное, и вам это не удержать. Четверка мечей и звезда. Она как раз-таки говорит о том, что вы находитесь в пассивности, которая не подходит настоящему времени, что из этой пассивности, хочешь ты или не хочешь, через проработку, через признание самому себе того факта, что либо в твоем сердце кто-то живет, и это не просто так, он там находится, этот человек, да, либо в том, что в твоем сердце никто не живет, но в твоем сердце живет любовь, которая не проявлена, но по справедливости она должна быть проявлена. Того требует само время. Само нынешнее настоящее время требует раскрытия сердца, раскрытия вот этой вот любви безусловной. И, в общем-то, через это выход в полноценное состояние. И к этому нужно прикладывать, в общем-то, все усилия. Повешенный, восьмерка жезлов, это как раз-таки говорит о том, что обстоятельства будут складываться таким образом, что вам необходимо, то есть вас как будто бы как шар, да, все равно выбьют в лузу. То есть хочешь ты или не хочешь, но какой-то прорыв, он будет. Если ты готов это признать и раскрыть свое сердце, то, в общем-то, он будет менее болезненный, более эффективный для тебя и более радужный для тебя. Если ты не готов это признавать, то это будет болезненно. Королева жезлов и отшельник.
Опять-таки это о необходимое обретение мудрости. Королева жезлов — это та женская энергия, женский как бы огонь, который воспламеняет сердца. И женская энергия, она сейчас повсеместна. И она проявляется и будет все больше проявляться, рваться наружу. Препятствовать ей как бы бессмысленно. Ну, то есть это не про тех, которые наглухо здесь как бы закрытые. Это про тех, которые хотят и молчат, да, боясь себе там в чем-то признаться, самому себе боясь признаться в чем-то, да, в том, что ты не удовлетворен своей жизнью. Почему не удовлетворен? Потому что у тебя там куча неважных подменных ценностей, какого-то мусора, которым ты сам забил собственное свое сердце, как чопиком, да, поставил там все. Но здесь идет как бы вот это желание любить, быть любимым, желание как бы дышать полной грудью, оно будет все больше нарастать. Появится в вашей жизни человек, который спровоцирует. То есть тот человек, который как бы будет являться вот этой искрой, который подожжет ваше сердце, либо который напомнит вам о том, что можно, не можно, а я хочу любить и быть любимым. Я хочу какие-то полноценные отношения, взаимоотношения. В первую очередь здесь говорится о личных отношениях. Вообще в целом это в первую очередь отношения полов, мужчин-женщин. Да? Дальше это уже межличностные взаимоотношения, но у вас здесь четко идет, это, в общем-то, личные взаимоотношения, то есть мужчина-женщина. Здесь будет у вас встреча, у кого-то здесь будет встреча с человеком из прошлого. Здесь может быть человек, которому у вас были искренние, истинные чувства. И они у вас забились где-то давно глубоко, то есть вы их там запечатали, забили, закрыли и, в общем-то, все. У кого-то это будет новый человек, который вам как бы даст вот этот вот импульс, эту искру для того, чтобы у вас появилось желание, пускай еще даже неосознанное, к тому, что я бы хотел, да, а вот если бы, а возможно ли такое, и чтобы вы как бы и по восьмерке пентаклей ушли в проработку, и по отшельнику стали смотреть в глубину себя, что это там у вас за импульс. Но у кого-то это будет вполне болезненно. То есть здесь еще некие есть неприятности, неприятные разговоры, выяснение отношений. Выяснение отношений здесь как такового человека не показывают, с кем у вас будет выяснение отношений, но это отношения с кем-то, кто находится сейчас в вашем пространстве. Но почему-то, по какой-то причине этот человек обезличен. Вполне возможно, что это вообще в целом не человек, а некая такая фикция какая-то, да, которую вы принимаете за как бы живого человека, который занимается стяжательством вашего жизненного ресурса. А вы в своем жизненном беге и никогда не думали так, и не замечали, и, в общем-то, в целом не обращали на это внимания.
У кого-то здесь будет знакомство при как бы, ну, довольно-таки большом скоплении людей. И эта встреча, она вас как-то заинтересует, подпалит, подожжет, воспламенит ваше сердце. И с этого у вас начнутся некие такие вопросы к самому себе и некие такие приключения. Манара говорит о том, что есть данность. Единица Земли и Верховная Жрица. Опять она у нас дублируется. И говорит о том, что у кого-то эта ценность уже есть. То есть у кого-то эта любовь, искра, она уже была. Но вы ее затушили, загасили. И, в общем-то, прошлогодними листьями засыпали, да? Пришло время как бы разгребать эту ямку. У кого-то говорится о том, это ценность. Это большая ценность для каждого из вас. То есть получить вот этот вот дар, эту искру. Получить того человека, который будет вам дан для любви. Для истинной, искренней, чистой, красивой. Для раскрытия безусловной любви. В первую очередь к самому себе, к этому человеку, к этому миру, к этому пространству. Боже, это такие прекрасные чувства, состояния. Выбор ваш. Принимать эту ценность или не принимать эту ценность. Что с этим делать? Королева Земли. Здесь у нас опять дублируется повешенный, наказание, да, и двойка огня. То есть ты можешь пребывать опять-таки в своих предрассудках, то есть сидеть вот в этих 4 углах по 4 мечей на жопке ровно, да, и страдать, строя из себя жертву. Ах, как мне, в общем-то, не повезло в жизни, да, и в целом как бы подвешивать себя на этом, тормозить. Но двойка огня, она говорит, что все открыто. Вот она, твоя дорога, она открыта, заборов там нет, преград там нет. Выбор твой, идти в эту открытую дорогу, да, или вот сидеть на жопе ровно, закрыв глаза, закрыв уши и пребывать вот в этой вот жертве. У вас в ноябре появится желание преображения, то есть вот этот вот огонь, который в вас зажжется, у вас появится желание менять себя к лучшему. То есть у вас появится желание либо преображения, да, преображения физического, то есть у кого-то вдруг появится желание сменить стрижку, одежду, у кого-то появится желание сменить режим вообще жизни, у кого-то подхода к себе, в целом к своему жизненному режиму, да, то есть здесь кто-то может быть вообще кардинально, кто-то пойдет потихонечку, как бы маленькими, но когда ты начинаешь это делать, то есть ты идешь к самому себе, и через то удовольствие, которое ты от этого получаешь, твои шаги, они становятся все чаще и быстрее, то есть тебе хочется дальше идти, ты начинаешь дальше идти, ты начинаешь больше делать для себя, потому что это приносит истинную радость. И у вас здесь с ноября начнется вот такой вот как бы образ мышления, подхода к самому себе, к своей собственной жизни. Кто-то здесь кардинально решит изменить сферу деятельности, хотя здесь не проявлено, но у кого-то здесь прям очевидно идет смена какой-то вот деятельности. Может быть, не в прямом смысле работы, да, а может быть в том смысле, что вам захочется что-то
как бы начать делать, да, то есть вы вдруг захотите творить, потому что вот этот огонь, это энергия творчества, это энергия огня, это, ну, такой тотальный, непреодолимое желание что-то делать, что-то творить. Кто-то вполне возможно здесь достанет свои как бы прошлые увлечения, и, может быть, вы начнете там, вдруг вам захочется шить, вдруг вам захочется рисовать, или вдруг вам захочется аппликацию делать, писать, сочинять стихи, да, то есть здесь у каждого свое, но это будет, и оно будет вот таким вот поступательным. Здесь, в общем-то, не нужно этому препятствовать. Звезды, космос, он как раз-таки говорит, что открыт путь к твоему истинному дому. И только тебе решать. То есть дом, путь к истинному твоему дому, он открыт. Но вот здесь вот, опять-таки, ты можешь либо сидеть на жопе ровно, а можешь дойти и постучаться туда. А может быть и стучаться не придется. Потому что вот это вот портал. Но это тот портал, когда ты подходишь к нему через внутреннюю проработку. Потому что просто так туда не пускают. Я не знаю, как насчет настоящего как бы времени, пускают туда или нет, но вообще в целом это тот портал, к которому ты как бы подходишь через очищение своего собственного кристалла. Ну, как-то так.